Урок 1. Легкая атлетика. Но для большинства людей легкая атлетика – это просто веселый и здоровый способ заниматься спортом. Абсолютно. Это отличный способ оставаться активным, наслаждаясь отдыхом на свежем воздухе. Кроме того, это позволяет общаться и заводить новых друзей. Да. Общественный аспект – одна из лучших частей занятий спортом. Мне нравится, как это поощряет командную работу и личные достижения. Точно. Каждый может ставить перед собой цели и работать над их достижением. Приятно видеть, как люди всех возрастов вместе наслаждаются этим занятием. Определенно. Соревнования по легкой атлетике раскрывают лучшие качества каждого. Давайте подумаем о том, чтобы вступить в местный клуб, чтобы испытать это на собственном опыте. Урок 2. Обсуждение торговой сделки. Всем привет! Слышали ли вы о новом торговом соглашении? Да, у меня есть. Это весьма существенно, не так ли? Абсолютно. Это может изменить динамику торговли между странами. Я согласен. Потенциальные выгоды для местной экономики впечатляют. Будет интересно посмотреть, как это повлияет на цены и доступность. Да, и это также может создать новые возможности трудоустройства. Интересно, как бизнес готовится к этим изменениям. Им придется быстро адаптироваться, чтобы воспользоваться новой ситуацией. Будем следить за развитием событий в новостях. Урок 3. Кардиозанятия. У нас есть кардиозанятия каждый понедельник, среду и пятницу в 9 утра. Звучит как отличный график. Приятно иметь распорядок дня. Да, последовательность является ключом к достижению результатов. Я согласен. Кроме того, это помогает иметь определенное время, чтобы мотивировать нас. Точно. Мне нравится начинать утро с хорошей тренировки. Я тоже. Это заряжает меня энергией на весь оставшийся день. Планируете ли вы регулярно посещать занятия? Да, я думаю, что так и сделаю. Это отличный способ оставаться в форме и знакомиться с людьми. Давайте поощрять друг друга придерживаться этого. Урок 4. Возможности Юго-Восточной Азии. Юго-Восточная Азия предлагает разнообразные возможности для путешествий и бизнеса. Как долго вы планируете там оставаться? Я думаю потратить около 3 недель на изучение. Это звучит потрясающе. У вас будет достаточно времени, чтобы увидеть разные места. Точно. Я хочу испытать и культуру, и природу. Обязательно стоит попробовать местную кухню, пока вы там. Да. Я так много слышал о вкусной уличной еде. Обязательно посетите некоторые рынки, они яркие и полные жизни. Я буду. Не могу дождаться начала этого приключения. Урок 5. Вечера виртуальных игр. В последнее время я провожу с друзьями вечера виртуальных игр. Это звучит очень весело. Как вы это настроите? Это довольно просто. Мы используем онлайн-платформу для подключения и игры. Замечательно. В какие игры ты обычно играешь?
Больше всего нам понравились викторины и карточные игры. Это весело. Приятно иметь смешанные задачи. Точно. Это держит всех в напряжении и развлечении. Мне бы очень хотелось когда-нибудь присоединиться к одному из ваших игровых вечеров. Добро пожаловать в любое время. Чем больше, тем веселее. Урок 6. Воспоминания детства. В раннем детстве Джули любила играть со своими двумя младшими сводными братьями. Это звучит мило. Братские узы могут быть особенными. Да. Они провели бесчисленные часы, играя вместе. Представляю, как им было весело. Вскоре она стала звездой, что изменило все. Интересно, как ранний опыт формирует наше будущее. Абсолютно. Эти моменты радости зачастую являются тем, что мы запоминаем больше всего. Интересно, как ее детство повлияло на ее выбор карьеры. Вероятно, это вселило в нее чувство творчества и работоспособности. Урок 7. Обратная связь с клиентами. Да, это ценный подход, регулярно собирать отзывы клиентов. Я полностью согласен. Это помогает лучше понять их потребности. Точно. Прислушиваясь к мнению клиентов, можно добиться улучшения продуктов. И это показывает, что компания ценит их мнение. Абсолютно. Взаимодействие с клиентами укрепляет доверие и лояльность. Кроме того, это может привести к инновационным идеям для будущих разработок. Я думаю, нам следует провести опрос, чтобы собрать больше информации. Это отличная идея. Это предоставит нам ценные данные. Давайте обсудим это на следующем собрании нашей команды. Урок 8. Разновидности Орео. Любимое в мире коммерческое печенье теперь имеет так много разновидностей. Да, к оригинальному продукту регулярно добавляются новые сорты печенья Орео. Удивительно, как они продолжают придумывать креативные вкусы. Я знаю. Это делает вещи интересными для любителей печенья. Какой ваш любимый вкус на данный момент? Мне очень нравится сорт мяты, это освежает. Это классика. Я предпочитаю вариант с кремом из арахисового масла. Ох, я еще не пробовала такое. Мне придется попробовать. Давайте как-нибудь устроим вечеринку с дегустацией Орео. Урок 9. График реализации проекта. Когда мы ожидаем завершить этот проект? Наша цель – запустить приложение в течение 6 месяцев. Это разумные сроки. Мы на верном пути. Да, мы добиваемся хороших успехов, но нам нужно оставаться сосредоточенными. Я согласен. Регулярные проверки помогут нам держать подотчетность. Давайте назначим еженедельные встречи для обсуждения обновлений. Идеальный. Таким образом, мы сможем оперативно решить любые проблемы. Я очень рад видеть, как приложение оживает. Я тоже. Это изменит правила игры для наших пользователей. Урок 10. Сотрудничество с влиятельными лицами. Рассматривают ли они возможность сотрудничества с влиятельными лицами?
Да, они верят, что это поможет нам значительно расширить охват. Это умная стратегия. Влиятельные люди могут общаться с более широкой аудиторией. Абсолютно. Их последователи часто доверяют их рекомендациям. Это отличный способ повысить узнаваемость бренда. Я думаю, нам следует определить подходящих влиятельных лиц для партнерства. Да, ключевым моментом является поиск тех, кто разделяет наши ценности. Давайте составим список потенциальных кандидатов. Хорошая идея. Сотрудничество может привести к интересным возможностям. Урок 11. Здоровый баланс. Важно помнить, что здоровый образ жизни – это баланс. Абсолютно. Нам необходимо включить в свой распорядок дня как упражнения, так и отдых. Да, заставлять себя – это здорово, но восстановление не менее важно. Определенно. Без полноценного отдыха наш организм не сможет работать с максимальной эффективностью. Я считаю, что перерывы помогают мне сохранять мотивацию и энергию. Я тоже. Удивительно, насколько небольшой отдых может нас подзарядить. Давайте обязательно запланируем наши тренировки так, чтобы в них были дни восстановления. Отличная идея. Таким образом, мы сможем поддерживать наш прогресс, не перегорая. Я очень рад видеть, как этот сбалансированный подход сработает для нас. Урок 12. Делаем покупки вместе. Отличная идея. Я присоединюсь к тебе в магазине. Конечно. Вместе делать покупки всегда веселее. Я согласен. Кроме того, мы можем помочь друг другу найти лучшие предложения. Точно. Две головы лучше, чем одна, когда дело касается покупок. Какие предметы вы хотите получить? Мне нужны продукты и, возможно, кое-какие предметы домашнего обихода. Мне могли бы пригодиться закуски и напитки на неделю. Идеальный. Давайте составим список, чтобы ничего не забыть. Звучит отлично. Я с нетерпением жду нашей поездки по магазинам. Урок 13. Влияние Шекспира. Сегодня писатели часто используют цитаты из пьес Шекспира в своих произведениях. Да, его слова имеют такое вневременное качество, которое находит отклик у многих. Абсолютно. Удивительно, насколько актуальны его темы. Мне нравится, как его цитаты можно применить к современным ситуациям. Точно. Они добавляют глубину и богатство современному письму. Есть ли у вас любимая цитата из его пьес? Я делаю. Будь верен самому себе. Это то, что действительно вдохновляет меня. Это мощно. Это поощряет подлинность и честность. Давайте как-нибудь вместе изучим его работы. Урок 14. Варианты салатов. Салаты – популярный вариант здорового питания. Звучит вкусно. Есть ли веганские варианты? Да, есть много вкусных веганских салатов на выбор. Замечательно. Я люблю салаты с большим количеством свежих овощей. Я тоже. Они такие красочные и наполнены питательными веществами. Точно. Мне также нравится добавлять орехи или семена для хрустящей корочки.
Это отличные дополнения. Они также содержат полезные жиры. Давайте попробуем приготовить несколько разных салатов дома. Это звучит как забавная идея. Мне интересно экспериментировать со вкусами. Урок 15. Уютное жилье. Мы можем поискать уютный отель типа «Ночлег и завтрак» в центре города. Это звучит восхитительно. Мне нравится очарование Би. Да. У них часто такой индивидуальный подход по сравнению с отелями. Я согласен. Плюс, приятно поддерживать местный бизнес. Точно. Мы также можем каждое утро наслаждаться домашним завтраком. Это определенно плюс. Я люблю хороший завтрак, чтобы начать день. Давайте поищем в интернете несколько вариантов с высоким рейтингом. Отличная идея. Мне не терпится найти идеальное место для проживания. Это сделает нашу поездку еще приятнее. Урок 16. Привлечение клиентов. Давайте предложим скидки, чтобы привлечь больше клиентов. Хорошая идея. Акции действительно могут увеличить продажи. Мы также должны демонстрировать на видном месте наши самые продаваемые продукты. Да. Выделение популярных товаров может привлечь внимание. Я думаю, мы могли бы также использовать социальные сети для распространения информации. Это отличная стратегия. Вовлекающие посты могут охватить более широкую аудиторию. Давайте придумаем несколько креативных идей для нашей маркетинговой кампании. Абсолютно. Мне интересно увидеть, как мы можем привлечь больше клиентов. Вместе мы сможем придумать потрясающие акции. Урок 17. Тайное планирование. Хотя планировать все без их ведома – довольно сложная задача. Да, это требует тщательного обдумывания и внимания к деталям. Мне кажется интригующим устраивать сюрпризы, сохраняя при этом все в тайне. Абсолютно. Это добавляет элемент азарта в процесс планирования. Но мы должны обеспечить, чтобы в этот день все прошло гладко. Да, это важно. Координация – ключ к успеху в сюрпризе. Я думаю, нам следует создать график, чтобы отслеживать задачи. Отличная идея. График поможет нам оставаться организованными. Давайте позаботимся о том, чтобы общаться эффективно, ничего не выдавая. Урок 18. Адаптация к культуре. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями при адаптации к этим культурным различиям? Да, одной из проблем было понимание местных обычаев и этикета. Я могу себе представить. Важно уважать культурные нюансы. Абсолютно. Иногда то, что кажется нормальным одному человеку, может быть ненормальным для другого. Точно. Мне пришлось многому научиться на собственном опыте. То же самое. Это процесс обучения, который требует времени. Я думаю, это здорово, что мы можем делиться своим опытом и поддерживать друг друга. Да. Это делает адаптации намного проще и приятнее. Давайте продолжим исследовать и изучать культуру вместе. Урок 19. Интересные рекомендации.
У меня есть для вас несколько замечательных рекомендаций. Я с нетерпением жду возможности попробовать их в ближайшее время. Что вы предлагаете? Я думаю, тебе понравится новый итальянский ресторан в центре города. Звучит вкусно. Я слышал хорошие отзывы об их пасте. Да, и десерты у них тоже должны быть потрясающими. Не могу дождаться, чтобы побаловать себя. Я люблю пробовать новые места. Вы обязательно получите фантастические впечатления от ужина. Я уверен, что мне тоже понравится эта атмосфера. Давайте спланируем поездку вместе, чтобы поделиться опытом. Урок 20. Приключения с морепродуктами. Морепродукты. Рассчитывайте на меня. Когда нам следует идти? Имеются в виду какие-то конкретные даты? Я думал, что следующие выходные могут быть идеальными. Это звучит великолепно. Я люблю свежие морепродукты на пляже. Да. Это будет прекрасный способ провести день. Давайте проверим погоду, чтобы убедиться, что она хорошая. Хорошая идея. В солнечный день было бы еще лучше. Я уже представляю, как наслаждаюсь вкусным пиршеством из морепродуктов. И я тоже. Давайте поскорее уточним планы. Урок 21. Воспоминания важнее материала. Осенью 1741 года я увидел перед собой все небо и самого великого Бога. Это звучит глубокомысленно. Удивительно, как некоторые переживания могут казаться такими божественными. Определенно. Но для меня дело не в том, чтобы держаться за физические предметы. Я полностью согласен. В конце концов, воспоминания — это то, что действительно имеет значение. Точно. Они формируют то, кем мы являемся, и остаются с нами навсегда. Да, их можно беречь, не нуждаясь в материальных напоминаниях. Мне нравится, что впечатления могут быть более ценными, чем имущество. Абсолютно. Давайте вместе сосредоточимся на создании запоминающихся моментов. Я с нетерпением жду, какие приключения нас ждут. Урок 22. Сотрудничество в проекте. Я думаю, нам нужно найти четкий план для продвижения нашего проекта. Я полностью согласен, сотрудничество будет ключом к эффективному достижению наших целей. Как вы думаете, с чего лучше всего начать вместе обсуждать идеи? Возможно, каждый из нас мог бы перечислить 3 лучшие идеи, а затем обсудить, как они могут сочетаться друг с другом. Это звучит как отличный подход. Объединение наших идей может привести к чему-то инновационному. Конечно, и это поможет нам увидеть разные точки зрения на направление проекта. Нам также следует установить график, чтобы нести ответственность на протяжении всего процесса. Хороший вопрос. Регулярные проверки помогут нам не сбиться с пути и внести необходимые коррективы. Я с нетерпением жду, как наше сотрудничество будет развиваться и приведет к успеху. Урок 23. Сладкие напитки. Вы когда-нибудь замечали, насколько популярными стали сладкие напитки? Да, многие люди любят напитки со сладким вкусом и часто называют их «поп». Интересно, как эти напитки развивались с годами. Конечно. Каждый бренд предлагает уникальные вкусы, отвечающие разным предпочтениям. Есть ли у вас любимый вид сладкого напитка?
Мне очень нравятся фруктовые ароматы, особенно те, в которых сочетаются разные фрукты. Это вкусно. Сладкие напитки могут освежить, особенно в жаркий день. Точно. Они придадут нотку радости любому собранию или празднику. Удивительно, как такая простая вещь может объединять людей. Урок 24. Планы пляжа. Я подумал, не правда ли, было бы здорово провести день на пляже. Это хорошая идея. Пляж идеально подходит для отдыха и наслаждения солнцем. Я принесу с собой закуски, чтобы зарядиться энергией, пока мы там. Идеальный. Какие закуски вы планируете принести? Я думаю о свежих фруктах и, возможно, о сэндвичах. Звучит вкусно. Свежие фрукты всегда пользуются успехом на пляже. Нам также следует не забывать брать с собой много воды, чтобы избежать обезвоживания. Абсолютно. Поддержание гидратации имеет решающее значение, особенно под солнцем. Давай встретимся на пляже пораньше, чтобы тоже насладиться восходом солнца. Урок 25. Кулинарные эксперименты. В последнее время я экспериментирую на кухне, это было веселое испытание. Это звучит захватывающе. Есть ли уникальные ингредиенты, с которыми вам нравится работать? Недавно я попробовал использовать шафран в блюде, и он придал такой насыщенный вкус. Шафран – прекрасный ингредиент. Должно быть, это сделало ваше блюдо по-настоящему особенным. Это произошло. Мне нравится, как эксперименты могут привести к удивительным результатам. Определенно. Кулинария похожа на вид искусства, где творчество играет огромную роль. А вы? Пробовали ли вы в последнее время какие-нибудь интересные рецепты? Я экспериментировал с разными специями, чтобы улучшить качество еды. Интересно видеть, как они все меняют. Это отличный способ открыть для себя новые вкусы. Надо будет как-нибудь поделиться своими рецептами. Урок 26. Разные миры. Иногда мне кажется, что мы живем в совершенно другом мире. Я полностью согласен. Удивительно, как далеко зашли нас технологии. Да, достижения, которые мы видим сейчас, были невообразимы всего несколько десятилетий назад. И это не просто технологии, культурные сдвиги изменили и наши взгляды. Точно. Мы связаны больше, чем когда-либо, но иногда это кажется ошеломляющим. Это так. Но я верю, что это также возможность для роста и понимания. Абсолютно. Принятие этих изменений может привести к новым захватывающим впечатлениям. Мне любопытно посмотреть, как будущие поколения адаптируются к этому развивающемуся миру. И я тоже. Интересно думать о будущих возможностях. Урок 27. Экологические проблемы. Вы заметили, как правительства стали более заинтересованы в повторной посадке лесов? Да, это решающий ответ на тот факт, что большая часть старого леса вырублена. Отрадно видеть, что они признают важность сохранения наших экосистем. Абсолютно. Усилия по пересадке растений могут помочь восстановить среду обитания и бороться с изменением климата. Это значительный шаг на пути к обеспечению более здоровой планеты для будущих поколений. И это также может улучшить качество воздуха, что принесет пользу всем.
Точно. Сообщества также могут сыграть свою роль, поддерживая местные инициативы по восстановлению лесов. Да, каждое маленькое усилие имеет значение, когда дело касается охраны окружающей среды. Вместе мы можем изменить ситуацию и побудить других присоединиться к ней. Урок 28. День свадьбы. Сегодня такой прекрасный день, в воздухе чувствуется нечто особенное. Да, это действительно так. Не могу поверить, что Сьюзан наконец-то надевает белое свадебное платье. Она выглядит потрясающе. Это платье ей идеально подходит. Это действительно так. То, как оно течет, просто волшебно. Я вижу, как она взволнована, и ее улыбка говорит само за себя. Абсолютно. Этот день знаменует собой новую главу в ее жизни. Мне нравится, как свадьбы объединяют всех, чтобы отпраздновать любовь. Да, это прекрасное напоминание об узах, которые мы разделяем друг с другом. Давайте ценить эти моменты и поддерживать ее, когда она отправляется в это путешествие. Урок 29. Планирование поездки. Куда нам поехать в путешествие этим летом? Как насчет изучения береговой линии? Всегда так приятно находиться рядом с океаном. Это звучит идеально. Виды потрясающие, и есть чем заняться. Точно. Мы могли бы остановиться на разных пляжах и позагорать. И, возможно, по пути мы сможем попробовать местные морепродукты. Да, это было бы восхитительное приключение. Свежие морепродукты самые лучшие. Давайте спланируем наш маршрут и составим список всех мест, которые мы хотим посетить. Отличная идея. Я уже в восторге от всех прекрасных достопримечательностей, которые мы увидим. Это будет незабываемое путешествие, наполненное весельем и смехом. Урок 30. Преодоление ошибок. Я размышлял о том, что мы не смогли преодолеть свои ошибки по собственному желанию. Да, это сложно, но признание этого — первый шаг к росту. Я согласен. Иногда нам нужна поддержка других, чтобы помочь нам двигаться вперед. Определенно. Обсуждение вопросов может обеспечить ясность и перспективу. Важно учиться на нашем опыте, но нам не обязательно делать это в одиночку. Точно. Создание системы поддержки может иметь огромное значение в наших путешествиях. Мы должны поощрять друг друга продолжать преодолевать трудности. Да, и празднуйте наш прогресс, каким бы маленьким он ни был. Вместе мы сможем найти в себе силы преодолеть все. Урок 31. Идеальное время года для путешествий. Я думаю, что лучшее время для посещения – весна или осень. Я согласен. Погода обычно приятная, что делает изучение острова приятным. Кроме того, в это время года туристов меньше. Абсолютно. Приятно избежать шума и суеты в часы пик туристов. Мне нравится иметь возможность не торопиться и наслаждаться достопримечательностями, не чувствуя спешки. Да. В целом это позволяет чувствовать себя более расслабленно. Давайте начнем планировать нашу поездку на один из этих сезонов. Отличная идея. Не могу дождаться, чтобы увидеть красивые пейзажи. Я с нетерпением жду возможности оставить замечательные воспоминания вместе. Урок 32. Индивидуальность. Я думаю,
Это удивительно, что в мире нет двух одинаковых людей. Да, у каждого свои уникальные мысли и опыт. Это действительно делает разговоры интересными, не так ли? Абсолютно. Различные точки зрения могут привести к более глубокому пониманию. Мне нравится слышать о том, как другие люди видят мир. Я тоже. Это помогает бросить вызов нашим собственным точкам зрения. Точно. Мы можем многому научиться друг у друга. Давайте продолжим делиться нашими идеями и учиться друг у друга. Мне не терпится увидеть, какие идеи мы откроем вместе. Урок 33. Экономический рост. В 60-е годы западные страны достигли высоких уровней экономического роста. Да, это было время значительных перемен и развития. Послевоенный бум действительно изменил многие отрасли промышленности. Абсолютно. Это привело к инновациям, которые сформировали современную экономику. Мне кажется удивительным, как эта эпоха подготовила почву для сегодняшнего рынка. Да, основы, заложенные тогда, влияют на нас и сейчас. Интересно наблюдать, как история в некотором роде повторяется. Определенно. Изучение прошлого помогает нам ориентироваться в будущем. Давайте подробнее обсудим влияние той эпохи на современные тенденции. Урок 34. Меры предосторожности при получении визы. Безопаснее подождать получения визы, чтобы избежать каких-либо осложнений. Я полностью согласен. В таких ситуациях лучше быть осторожным. Да, спешка может привести к ненужному стрессу и проблемам. Точно. Очень важно все уладить перед поездкой. Я предпочитаю набраться терпения, чем столкнуться с какими-либо проблемами в последнюю минуту. Это разумный подход. Предварительное планирование делает путешествие более плавным. Давайте следить за процессом получения визы и оставаться в курсе событий. Определенно. Я с нетерпением жду поездки, как только все подтвердится. Желаем удачного и беспроблемного путешествия. Урок 35. Планирование отпуска. Привет. Я подумывал о скором отпуске. Это звучит захватывающе. Есть предложение, куда пойти? Я подумываю о пляжном отдыхе, возможно, где-нибудь в теплых местах. Это было бы прекрасно. Отдых у океана звучит идеально. Я согласен. Кроме того, это отличный способ расслабиться и восстановить силы. Вы подумали о том, как долго вы хотите остаться? Я думал о неделе, времени как раз достаточно, чтобы все изучить. Это звучит идеально. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться всем. Давайте вместе начнем исследовать отличные пляжные места. Урок 36. Изучение языка. Почему маленькие дети могут так быстро и легко выучить второй язык? Весьма интересно, как их мозг настроен на овладение языком в годы становления. Да, они часто более адаптируются и открыты новым звукам и структурам, что облегчает обучение. Точно. Дети меньше боятся совершать ошибки, что позволяет им практиковаться свободно и без колебаний. Абсолютно. Их естественное любопытство побуждает их исследовать новые языки и знакомиться с ними.
А иммерсивная среда, например, окружение носителями языка, может значительно улучшить их обучение. Да, удивительно, насколько эффективное обучение на основе опыта может быть столь эффективным в молодом возрасте.